Всем привет! Это мое первое видео на YouTube канале. Я хочу рассказать сегодня немного про себя, про то, что мы с девушкой приехали в Америку, что мы тут делаем, как мы получили визу, чем мы занимаемся, кто мы такие. Вот про это сегодня хочу немножко рассказать. Это сегодня мое первое видео. Немного переживаю, но в целом думаю, что получится очень классно. Итак, погнали. Давайте расскажу в первую очередь про себя. Меня зовут Илья. Я из маленького города Беларуси. Девушка моя тоже, Наталья, из Беларуси. Мы вместе приехали сюда, в США. Сейчас мы находимся в штате Юта, в городе Солт-Лейк-Сити. Мысль о том, чтобы приехать на другую часть континента, возникла уже давно. Мы еще, наверное, лет 5 или даже больше, лет, наверное, даже 6 назад, когда мы еще жили в Беларуси, и задумались о том, чтобы посетить там Канаду или Америку, попутешествовать здесь, побыть здесь. Вот эти мысли возникли еще тогда. После этого я прошел большой путь от проектировщика в Беларуси до IT-разработчика в Москве. И последние там несколько лет мысль все чаще посещала, чтобы приехать в США, посмотреть тут, побыть тут, попутешествовать, пообщаться, изучить эту культуру. И где-то примерно год назад мы получили визу, а года полтора назад мы конкретно начались процессом того, чтобы попасть в США. И вот в 2023 году, в марте, мы получили визу в Испании. Ну, тему визы, если будет интересно, то я расскажу в каком-нибудь другом видео, расскажу чуть более подробно. Вот, поэтому не буду сейчас на этом останавливаться. Мы получили визу в Испании, студенческую визу. Мы здесь находимся как студенты, в данный момент находимся на языковых курсах, но эта виза также позволяет учиться в колледже, в университете и, соответственно, на языковых курсах. Мы сейчас на языковых курсах. Когда мы открывали визу, мы занимались не сами, мы обращались в агентство, но пройдя этот путь, в принципе, он довольно несложный. Наверное, получение визы, студенческой визы, это, наверное, одна из самых простых вариантов получения визы. Даже на тот момент, когда мы получали визу год назад, очень много людей говорило о том, что это невозможно получить ребятам из Беларуси и России. Тем не менее, у нас это получилось с первого раза, и также я слышал кучу историй, кто получал и получает визы, и до сих пор. И опять же, люди делятся на тех, кто говорит, что это сейчас сложно очень, те, кто этим занимается, а те, кто двигается в этом направлении, то полностью понимают, что это вполне реально. Бывают кейсы, что не с первого раза, но визы тем не менее дают. Поэтому я сейчас четко понимаю, что обращаться в агентство даже не обязательно. Тут достаточно информации в интернете, и сделать саму эту визу это вообще не сложно. Вот, я, может быть, в следующих видео, если это будет интересно, то расскажу. Разберусь чуть подробнее в этом вопросе, расскажу свой опыт про получение визы. Вот это вполне реально. Вот, хочу поделиться своим опытом, потому что не хочу, чтобы люди переплачивали за какие-то агентства и вполне сами могли справиться с получением визы. Но это потом. Я сейчас веду страничку в Instagram, и там рассказываю о том, как я приехал в США. Тем не менее, хотелось сделать полноценное большое видео о том, как я приехал, как мы приехали, точнее, с девушкой, как у нас все происходило, потому что эти впечатления тоже хочется зафиксировать для себя в виде какого-то дневника, в виде каких-то записей, которые потом можно будет пересмотреть через какое-то время и понять, что вау, какой большой путь был пройден. Поэтому я сейчас буду рассказывать о том, как это произошло. Так, проверка связи. Так, все, запись идет, отлично. Итак, мы получили визу еще весной 2023 года. Сейчас в феврале 2024 года приехали в США мы в январе 2024 года, то есть буквально практически месяц назад. Я покупал билеты, по-моему, еще осенью. То есть за несколько месяцев до отлета. Мы вылетали из России, из Москвы, и, в принципе, покупка билета не было никакой сложностью. То есть, соответственно, можно было зайти на любой сайт агрегатора, типа Aviasales, там купить билеты. То есть там какие-то сайты, видимо, посредники или что, и ты спокойно можешь из Москвы с несколькими пересадками купить в США. Что мы сделали, в принципе? Мы заранее смотрели какие-то билеты, были различные варианты, но при выборе билета в США мы ориентировались на несколько пунктов. Первый пункт – это мы хотели, чтобы, соответственно, цена какая-то была относительно небольшая, но это не самое главное. Второй пункт – это был то, что мы не хотели ехать через Нью-Йорк или Лос-Анджелес, потому что мы слышали о том, что на таможнях задают очень много вопросов, там каких-то очень долго разбирательств, каких-то уточнений. По крайней мере, мы так слышали, но не обязательно так, потому что у каждого свой личный опыт, но в большинстве случаев я слышал такую историю. И поэтому мы искали какие-то другие варианты и смотрели, что не было больше, чем 2 пересадки, потому что уже 3-4 пересадки довольно тяжело.
И также мы хотели, чтобы была одна авиакомпания. Одна авиакомпания, она полезна тем, что если ты вдруг опоздал на какой-то из рейсов, то эта компания как бы ответственна за тебя, и если ты все-таки опоздал, то они или в разной ситуации, или, получается, садят на следующий ближайший рейс этой же авиакомпании в то же направление, или второй вариант, я так понимаю, что они могут как-то немного подождать, ну, понятно, что не будешь ждать 2 часа, но может каких-то лишних, там, ну, чуть-чуть позже тебя посадка, возможно, еще что-то, ну, вроде как может тебя немножко подождать, насколько я это знаю, поэтому мы ориентировались еще на этот кейс, на то, что была одна авиакомпания. Когда я начал искать билеты в США, сюда, в Солт-Лейк-Сити, я находил варианты через Лос-Анджелес и через Нью-Йорк. По-моему, еще что-то было, но в итоге я нашел билеты через Сиэтл. Сиэтл находится, ну, получается, самый такой, один из самых западных городов США. И я, в принципе, там, ну, ничего не слышал, ничего такого особенного, что в Сиэтле что-то не так. Поэтому мы ориентировались на вот это. И мы купили билет с 2 пересадками с одной авиакомпанией. Авиакомпания была Qatar Airlines. Я еще потом почитал, что, ну, в принципе, мне Наташа говорила, что какая-то довольно большая, крупная авиакомпания, и, ну, с ней вроде никаких вопросов нет, и вроде как довольно, короче, хорошая авиакомпания. Я почитал в интернете, действительно, что эта компания входит там в топ-5 самых таких крупных и мощных, больших авиакомпаний мира. Вот, так что у нас было в итоге 2 пересадки. Мы летели из Москвы в Доху, это Катар, и из Катара в Сиэтл. В Сиэтле мы летели дальше в Солт-Лейк-Сити. Весь путь занимал около 30 часов. В принципе, это первый в жизни у меня такой длинный полет. У меня, Наталья, первый такой длинный полет. У меня максимум были там полеты по 5 часов, по 6 часов в Турцию. То есть там сейчас в Москве самолеты летают так вот, облетая большую часть России, и через Казахстан получается около 5,5 часов. Это были мой самый большой период. Поэтому было, конечно, так немножко слегка даже волнительно. Не понимал, как мы перенесем этот полет, еще вот этот джетлаг. То есть когда ты прилетаешь, и разница в часах, и у тебя такая дезориентация. Вот, поэтому были некоторые, конечно, переживания, были некоторые беспокойства, но тем не менее у нас получается так, что мы получили визу в марте, и у нас виза подходит к концу в следующем марте, который сейчас будет, и, соответственно, нам нужно было не в самый притык прилететь в США, поэтому нам нужно было как можно быстрее закончить наши дела, которые были дома, и полететь в Соединенные Штаты. Да, еще забыл упомянуть о том, что в целом, получается, перелет у нас обошелся в 150 тысяч на двоих. В них входило еще на каждого человека багаж по 2 багажа в 23 килограмма. То есть это прям, ну, я сколько летаю, это прям вообще вау. Это очень хорошо. Обычно максимум там 1 багаж, или порой даже вообще без багажа. Соответственно, цена, конечно, дешевле, но там таких, в принципе, вариантов и не было. Ну и цена. В целом, цена в 150 тысяч, это $1500. Ну, в целом, это неплохая цена из Москвы в США. Последний месяц у нас был довольно напряженный. Был Новый год, был мой день рождения. Мы приезжали, мы работали еще в это время. Приезжали домой в Беларусь, приезжали обратно в Россию. Это занимало очень много сил, занимало очень много времени. Мы очень уставали, и последний месяц действительно был очень сильно напряжен. Про нашу поездку никто абсолютно не знал ни друзья, ни родители. Вот, поэтому мы были только вдвоем, занимались этими вопросами. Это было довольно тяжело, это было напряжно, но мы, в принципе, мы морально были готовы ехать. У нас была виза, у нас было желание, у нас были куплены билеты, поэтому мы очень были сильно настроены, чтобы полететь в США. Последний месяц действительно был очень напряжен. Я просто вспоминаю эти моменты о том, как мы просто... Ну, у нас были некоторые дела дома в Беларуси, мы из Москвы ехали на поезде в Беларусь, делали какие-то дела, уезжали обратно, занимались вопросами там карточек, еще чего-то, здоровья, зубов. У нас нужно было снять брекеты. Я даже не могу перечислить то, на какая большая концентрация дел была большая. У нас просто, если открыть календарь, то в календаре просто было все забито по максимуму. То есть я захожу, и просто все забито полностью. Мы должны были все успеть, потому что мы не знали, насколько мы сюда уезжаем, сколько мы тут хотим побыть. У нас нет четкого плана. Мы знаем, что мы хотим попробовать, хотим приехать, хотим посмотреть. Поэтому нам нужно было закрыть много вопросов, которые предполагали то, что, может быть, мы на какое-то время еще будем в США, неизвестно сколько. Поэтому было очень напряжено. Я помню, что мы мало спали, просыпались в 6 утра, ложились в час ночи. Последние дни вообще нам нужно было, так как у нас школа была уже начиналась, по-моему, около 29 февраля, а мы
мы вылетали там числах 24-х, нам нужно было еще успеть пройти тесты. В общем, суть такая, что было действительно очень тяжело, и мы очень-очень все делали прям в последний момент. И вот, наступает день вылета, по-моему, это было 23 число, если я не ошибаюсь. Был день вылета. За несколько дней до этого я прочитал, что предполагается какая-то буря снежная в Москве, и что вылет будет проблематичен, может быть. Но хотелось верить в лучшее. Последнюю, наверное, неделю мы жили у друга. Нас друг очень сильно выручил тем, что мы у него жили последнее время. А мы могли успевать заниматься там какими-то вопросами. И это очень сильно помогло нам вот последний месяц проживания в Москве. И вот, наступил день вылета. Мы собрали все чемоданы, мы закончили все дела. У нас был последний день. В последний день мы подписывали договора о том, что мы увольняемся. То есть у нас в 11 часов был самолет, а еще в 4 часа, в 5 часов мы подписывали договора о том, что мы увольняемся с работы. Точнее, не подписывали. Мы сдавали какие-то вещи. Соответственно, за 2 недели мы написали заявление, и уже в последний день забирали все документы, подписывали что-то. Поэтому все было просто молниеносно, все было просто очень быстро. И, мы просто очень сильно торопились. Мы собрали чемоданы, я вызвал такси. Это была самая лютая, история с таксистом, которую я когда-либо встречал, потому что в этот день я решил, что я вызову такси подороже, высшего класса, и что он нас довезет с комфортом, быстро, и поможет, еще что-то. Но это была самая ужасная поездка в нашей жизни. Это самая стрессовая ситуация в нашей жизни, потому что приехал таксист, он был Комфорт Плюс. Я выбрал платную трассу, чтобы добраться до аэропорта как можно быстрее. Но таксист, сразу все было нормально, но в какой-то момент мы поняли, что он не собирается торопиться. Он просто едет медленно, не спеша, стоит в пробках, не выезжает на полосы такси, и это было просто ужасно. Потому что я помню эти эмоции, мне было очень страшно. Я думал о том, что мы опоздаем, потому что я видел на его телефоне было отображено время, когда будет приезд, и я понимаю, что у нас каждые пару минут у нас он увеличится в 5 минут, на 10 минут, на 15 минут, каждую минуту. И я видел, что это просто жесть. Мы сначала предлагали ему оставить хорошие чаевые, мы просили его ускориться, мы просили его выезжать на полосы, мы просили его немножко пробку немножко объехать или еще что-то. Он делал ничего. Это было просто первый раз в жизни, когда у нас была такая ситуация, что у нас международный рейс, у нас 2 пересадки, у нас планируется 30 часов полета, у нас все куплено, у нас ничего невозвратное, у нас планы, и мы уже закрыли все дела, и нам нужно вылетать. И этот таксист просто не торопился. Это было очень тяжело. В какой-то момент мы стали просить его говорить, но он стал нас кричать, очень злиться, и что нас сейчас высадит, если мы будем говорить что-то. А мы просто говорили о том, чтобы он встал в полосу соседнюю или объехал, потому что мы стоим в пробке, и один ряд он просто быстро проезжает, и все. А мы стоим тут ждет, пока этот ряд проедет. И мы просто просили: встаньте, пожалуйста, следующий. И вот у нас возник такой дикий конфликт. Это действительно была такая стрессовая ситуация. Мы очень сильно переживали, было очень плохо, очень морально плохо, очень тяжело, потому что мы понимали, что если бы я был на машине за рулем, я бы ехал бы лучше, потому что я привык к московскому трафику, где нужно перестраиваться, где нужно чуть как-то подстраиваться, перестраиваться, высматривать заранее необходимую полосу, чтобы подстроиться в нужную сторону. Я бы доехал гораздо быстрее, но я ничего не мог с этим сделать. Я просто не мог ничего с этим сделать, и мы испытали очень большой стресс. Я вспоминаю, и мне действительно тяжело внутри. Вот. Но по итогу мы благо доехали, мы приехали, конечно, позже, но у нас еще оставалось время. Мы быстро выбежали и бежали с чемоданами, торопились очень, вот, и в итоге мы пришли на стойку регистрации. И вот, в принципе, начинался уже наш такой путь, где мы собирались улетать. Самое интересное, что когда мы пришли на стойку регистрации на катарских авиалиниях, стоял чувак, который, по сути, я не знаю, к чему он вообще относился, но на протяжении всего нашего пути, который мы летели, он единственный спросил больше всего вопросов, спросил больше всего каких-то документов, хотя он просто, судя по всему, сотрудником катарской авиалинии, все. Он спросил у нас документы, спросил у нас нашу форму, которую мы заполняли, о том, что мы будем учиться, информация о нашей школе, нашей визы.
И он еще там задал пару вопросов о том, что знаем ли мы, что по студенческой визе нельзя работать. Еще какие-то были вопросы. Но в целом он спросил, что-то спросил, мы ему ответили. И, в принципе, он сказал, можете спокойно проходить к стойке регистрации. Когда мы пришли на стойку регистрации, начали заполнять наши документы, взвешивать наш багаж. В принципе, обычный весь процесс. Кроме одного, что почему-то долго разбирались с нашими документами, вводили как-то долго наши паспортные данные. В какой-то момент пришла старшая сотрудница и сказала, ты что-то не то делаешь, потому что, получается, люди, которые летели в Доху, соответственно, не все летели в Америку, много кто летел, наверное, и там в Таиланд, еще куда-то, может, в Арабские Эмираты, и поэтому тем, кто летит в США, там были особые требования по заполнению, и, видно, эта женщина не очень знала, что делать, пришла старшая сотрудница, стала что-то заполнять. И в итоге, когда она все наконец-то заполнила, мы отправили багаж, она нас проинструктировала, немножко нам рассказала. Самое для нас, что удивительно было, что мы, находясь в Москве, мы зарегистрировались на все сразу рейсы. То есть, получается, нам дало сразу 3 билета. Мы уже были зарегистрированы, у нас были написаны номера наших сидений. То есть это меня очень сильно удивило. Она нам объяснила, нам написала на каждом из билетов, что 1, 2, 3, что это первый перелет, так 2 пересадки, 3 перелета, соответственно. Первый перелет, второй, третий, вот вы прилетаете в Доху, в Дохе вам не нужно не забирать багаж, ничего. В Дохе вы просто выходите, идете в транзитную зону, летите в Сиэтле, соответственно, забираете багаж и там уже проходите таможню американскую и берете багаж и улетаете дальше в Солт-Лейк-Сити. Меня это вообще поразило, мы поспрашивали вопросы, я, к сожалению, не помню, что мы спрашивали. Наверное, были вопросы, в принципе, базовые такие. Мы спрашивали, а что если задержится, что если, как найти, как разобраться, какие-то такие базовые вопросы в целом. Она, в принципе, на все ответила, все объяснила, в принципе, все было понятно. Мы сдали наш багаж и двинулись уже проходить таможню. В таможне, кстати, на удивление, тоже было ничего такого особенного. Единственное, что это когда мы вошли в таможенную зону, обычно на входе просто спрашивают, сколько денег с собой везете, и мы проходим дальше. В этот раз, когда мы шли, стояло человек, наверное, 10 таможенников, именно таких которые первичные, я не знаю, кем они являются, и они спросили, сколько у вас денег. Мы говорим, у нас столько-то денег. Они такие, окей, пошлите считать. Мы пошли, получается, в отдельный кабинет, и, этот чувак, он пересчитывал каждую деньгу, пересчитывал, спрашивал, есть ли у нас еще какие-то деньги, а у нас, получается, денег было как раз в упор лимита у каждого. И в упор лимита нужно было всех валют. То есть всех валют должно быть определенный лимит. Если ты больше, то там какой-то штраф налагается. А я буквально за полчаса до этого нашел в кармане случайно 500 российских рублей. И если их перевести, то это лишних $5, условно говоря. И поэтому я говорю, Наташа, у меня 500 рублей, что делать? Она говорит, слушай, я говорю, может отдать кому-то, потому что, это незаконно, если мы чуть больше лимита переводим. Или что? Она говорит, сходи, купи капли для носа, они нам понадобятся. И все, я пошел, купил капли для носа. И, соответственно, у меня уже ничего не было. У меня там, по-моему, в кармане было 10 рублей. Осталось 10 рублей, но это, в принципе, не принципиально было. В принципе, весь дальше процесс был обычный. Мы прошли через рамки, все просветили нас, посмотрели. Ничего особенного. Потом был паспортный контроль. На паспортном контроле, к моему удивлению, почему-то я думал, что... почему-то я так думал. На таможне могут спросить, наверное, цели. В принципе, меня даже когда я летал в Турцию для пересадки волос, спрашивали, зачем вы летите в Турцию? Я такой, для того-то. Для того, чтобы пересадить волосы. Они такие, окей. А в этот раз я пришел на таможню, сразу пытался пройти через, там, получается, такую кабинку самообслуживания, там, приходишь, паспорт перекладываешь, он сканирует, ты подходишь, он тебя сканирует твое лицо, свою сетчатку, палец, и ты проходишь. Но в этот раз попросила, она мне написала, мне и Наташа написала, подойдите в такие-то кабинки. Я такой, хорошо. Мы, вышли с тех кабинок, которые самообслуживание, пошли уже к человеку. Я поздоровался, и все. То есть она просто пролистала мой паспорт, поставила штамп и отправила. Так в принципе, прошел выход из России. Я предполагал, что могут быть какие-то, я не знаю, мало ли что могут спросить. Ничего абсолютно не спрашивали, ничего такого особенного не было. Хотя, в принципе, все визы видны, но, видимо, в этом целом никаких проблем. И то, что, наверное, больше написано в интернете, но больше нагнетается, чем есть на самом деле. По крайней мере, в моем случае. Итак, мы приблизились уже к нашему гейту, к вылету. Все было, в принципе, такое сложное позади. Мы понимали, что, в принципе, все мы дела закончили.
и мы уже на этапе отправления. Я понимал, что еще нам в пути больше 30 часов. Суммарно вообще с момента выезда, наверное, от двери до двери нас вышло около 40 или 45 часов, то есть почти двое суток в пути. И я ничего не скачал, я такой думаю, блин, я ничего не скачал, нужно как-то было подготовиться, но даже для этого вообще не было времени. Но я думал, что я настолько устал, что я буду спать. Спойлер, нет, я не спал. Я плохо сплю, но об этом чуть позже. А в итоге наш самолет немножко задержался, по-моему, на 1,5 часа или на час, и мы вылетели позже. Я немножко переживал, что может что-то пойти не так, но я, в принципе, понимал, что так как у нас одна авиакомпания, то никаких проблем, в принципе, не должно быть. Вот, летели 5 часов, это было максимально комфортно. Я летал впервые катарскими авиалиниями, там нам выдали и плед, и там всякие зубные наборы, и там еще, по-моему, расчески, и наушники. Было мультимедиа, то есть можно было смотреть фильмы, были даже на русском фильмы, можно было играть в игры, можно было там, ты мог лететь в самолете, смотреть, как летит твой самолет. Короче, было максимально круто и очень комфортно. Вот. Так прошло, в принципе, 5 часов. На протяжении 5 часов я, наверное, так... Была ночь, мы летели ночь, то есть мы вылетели в 11 вечера примерно и прибыли к утру. Часовые пояса не отличались, но в целом прошло довольно... Я даже не помню, на самом деле, спал или не спал. По-моему, я не спал, потому что я не люблю спать в самолетах. Мне, точнее, не то, что не люблю, мне некомфортно. Ни в самолетах, ни в машине, как сказать, в транспорте, который двигается. Поэтому я практически не спал, был в сидячем положении, смотрел фильмы. Не помню, что смотрел. Смотрел Симпсонов, еще что смотрел. Я врубил фильмы с субтитрами и уже как понимал, что так как мне нужно скоро быть в США, мне нужно уже подготавливать свой мозг к тому, чтобы слушать американскую речь. Мы летели 5 часов. Затем мы вышли, оказались в транзитной зоне, там было нереально жарко, В Москве было минус, прям такой хороший минус, а прилетев туда было просто, мы оказались просто в пустыне. То есть, когда мы подлетали к Дохе, я видел, как этот город, он такой не очень гигантский, но видел, как он просто весь светится, дальше все было просто бескрайние пустыни. Мы прилетели, было очень жарко, действительно, попали в транзитную зону, начали искать наш рейс, и все, мы, в принципе, попали и нашли его, и потихоньку двигались. Ходили, залипали в магазины, в какие-то прикольные места. Там довольно было очень красивый аэропорт, какое-то нереального количества, нереальная красота. Там, по-моему, еще был недавно футбол, да, по-моему, это был чемпионат мира или что-то такое. То есть какое-то большое футбольное событие, если я не ошибаюсь. И там еще какое-то событие предполагает в 2024 году. Поэтому Катар, конечно, выглядел как-то очень футуристично, очень красиво, очень красивый аэропорт. Мы добрались до нашего гейта в аэропорту, и там видели, как там, короче, внутри аэропорта есть поезд или типа метро, который ходит внутри аэропорта. Это очень удивило. Мы сели в гейте, мы что-то немного перекусили. Кстати, да, когда мы летели в Доху, нас тоже кормили, было очень вкусно. Был еще какой-то перекус, вот, то есть, вообще было очень комфортно, было очень приятно. Затем мы, получается, пришли к нашему гейту, подождали немного, и мы, наконец-то, увидели заветное слово, что Seattle, United States, начинается посадка, и мы такие, йоу, погнали. Мы подошли, и самое что интересно, почему-то, вот обычно, знаете, как приходишь к гейту, и там, в принципе, вот все гейты, они все открыты, все свободны, и ты сидишь и, в принципе, ждешь своего самолета. Почему-то именно в Сиэтл, в Америку, там гейт был, он такой, как, не знаю, как стеклянная коробка, такой стеклянной стены, точнее, большое пространство, и ты заходишь туда, и ты, получается, находишься в этой зоне. Мы уже слышали первые слова американца, то есть мы слышали американскую речь, мы такие, вау, типа американцы, прикольно, английский язык, вот это все, короче. И далее мы прошли, там нас спросили еще раз наши документы, нас спросили наши формы I-20, в которых есть информация про школу, и мы прошли в эту зону. Я сразу обратил внимание, что было очень много людей из Индии, прям подавляющее количество. Кто-то был, знаете, с длинной бородой, там с этими штуками, я не знаю, как они правильно называются, но было очень много людей из Индии. Вот, и потом началась посадка, и мы оказались в самолете. И в самолете я тоже обернулся, и я смотрю, что просто одни чуваки из Индии. Я смотрю я там был, как, я не знаю... Короче, единственный белый человек, так сказать. Там были, конечно, американцы, их немного было, но больше было чуваков из Индии. Их было просто огромное количество. Я очень удивлен был, но причем я не знаю, у них там нужны ли какие-то визы, не нужны были визы.
кто-то вроде даже был с американскими паспортами, но и из Индии было очень много людей. Начался наш полет, полет длился 14,5 часов, мы вылетели из Дохи. Самое, что интересно, это то, что я думал, что, получается, у нас земной шар, он такой кругленький, и я почему-то думал, я никогда так не летал в такие полеты с этой части планеты в другую, я почему-то думал, что мы лететь будем вот так, как-то вот шар, да, он круглый, и мы как-то будем лететь вот так вот, типа из одной точки в другую, через там, не знаю, Африку, Европу, бла-бла-бла, но мы летели не так. И вообще, в принципе, если это общеизвестный факт о том, что, получается, когда вот есть карта, вот она такая плоская, если посмотреть на нее, то можно видеть страны. И на эти же страны можно посмотреть, вот когда вот на шар наш. И они абсолютно отличаются по размеру. То есть даже, например, Гренландия, если на плоской этой карте, то она очень большая, а если на реальном шарике, то она очень маленькая. Она реально маленькая. И вот, и что это значит? Это значит, что я не понимал, как летят самолеты. Мы вылетели, и мы летели, получается, постоянно прямо, но мы, летели прямо, вверх, и, получается, летели через Россию, через полярный круг, или как он называется, да, версия эта точка, полюс, через Гренландию, через Канаду, и мы оказались в США. То есть я такой думаю, мы летим прямо, но как будто не прямо, а вверх, хотя на самом деле прямо. Вот это для меня было таким большим удивлением. Еще большим удивлением было то, что, получается, так как границы с Россией сейчас закрыты, все воздушные, то мы, по факту, летели из Москвы в Доху, да, а потом из Дохи обратно летели когда вверх, и мы летели, по сути, опять же, тот же самый путь через почти через Москву, через всю Россию, то есть эти 5 часов, сейчас они, конечно, даже вот, получается, 10 часов, они сейчас больше лететь из Москвы, потому что необходимо делать такие вот большие пересадки. Конечно, для меня еще было интересно из этого полета это то, что мы летели, и мы, по сути, вылетели утром, то есть было, по-моему, 6 утра, да, и вот, получается, когда мы летели еще вверх, то было все нормально, был один и тот же часовой пояс, был день, но потом мы прилетели ближе к полюсу, к верхней точке нашего земного шара, и там, получается, ночь. Причем ночь, я читал потом информацию в интернете, что ночь начинается где-то в ноябре и заканчивается в феврале, то есть там ночь просто длиною по всю зиму практически, и мы попали в вот эту всю полярную ночь. И мы, получается, летели, и у нас там ровно, условно говоря, вот мы там 10 утра, около 12, не помню, у нас началась ночь. И, все такие, типа, легли спать, короче. И мы такие летели часов, наверное, 5, и у нас потом наступил опять день. Хотя на самом деле был вечер. А на самом деле, так как мы летели вот так вот вокруг земного шара, и мы оказались в Сиэтле, то мы вообще на самом деле переместились в прошлое, Почему в прошлое? Потому что, грубо говоря, по Москве, допустим, это 10 утра, даже, допустим, 11 утра, да, то в это время в Сиэтле минус 11 часов, там полночь. Я не помню, сколько мы прилетели, очень сложно с этими часовыми поясами, но сама суть, что мы прилетели, уже было тоже светло, и у нас как будто продолжался световой день. В общем, такая какая-то история. Меня тоже поразило вот это с полярной ночью, с этими поясами. И, соответственно, предполагалось, что у нас будет какой-то небольшой джетлаг. Джетлаг — это когда делают перемену часовых поясов, есть плохое ощущение, болит голова, тошнит, хочется спать, вот что-то такое мы ожидали. Но пока было в целом нормально. На протяжении, кстати, этих 14 часов было в целом очень комфортно, я смотрел фильмы, я практически не спал на самом деле, Наташа спала прям, большую часть полета. Она умеет это делать, спать в пути. И мы летели вот эти 14 часов, нас очень хорошо кормили, нас кормили раза, наверное, 3, причем были и перекусы, были и снеки, были и соки в постоянном доступе, то есть прям, кормили на убой прям, классно было. Но я все это время, в принципе, у меня было скачанных пару книжек, я смотрел английские фильмы, и, в принципе, как-то пролетело это время в целом из-за того, что нас постоянно кормили, смена времен, все прошло прям очень довольно быстро и незаметно в целом, даже в целом легко. И мы затем прилетели в Сиэтл. Мы прилетели в Сиэтл, когда мы подлетали, я уже сразу обратил внимание, что так как мы находимся ближе к Канаде, это вообще как будто, я почему-то так представлял Канаду, и вот так выглядит Сиэтл. То есть это небольшие здания, их очень много лесов, все очень зеленое, такое немножко сероватое. Сиэтл довольно такой дождливый серый город, насколько я понял, и все такое было, не знаю, как будто под таким серо-синим фильтром. Прилетели в Сиэтл, на американскую землю, как говорится, и стали выходить из самолета, покидать самолет. И что мы первым делом делали, это мы хотели найти, если вы
смотрели какие-то ролики или, в принципе, какие-нибудь ролики людей, которые прилетают в США, то они чаще всего прилетают в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе там такой гигантский красивый флаг, написано там Welcome to United States, по-моему, что-то такое. И мы ждали что-то подобного, думали там какую-то фоточку сделать или там снять видео какое-то прикольное. Вот, но мы такого не видели. Мы искали, нигде не нашли. В итоге мы шли и нашли буквально там какой-то лист А4 был написан, там что-то земля нарисована, Америка, и там Welcome to United States. А потом мы прошли чуть-чуть дальше и увидели сверху такую надпись, просто написано там, надо было присмотреться, чтобы ее увидеть, написано Welcome to United States. Вот в таком ключе. Еще из интересных моментов, мы когда прилетели и шли потихоньку, ехали на эскалаторах ближе к получению багажа, мы летели, я Наташа спрашиваю, Наташ, как тебе вообще в первое впечатление в США? Она так посмотрела и говорит, чисто, аккуратно. И я такой посмеялся, я говорю, блин, это реально, типа, я такой, да, реально, чисто, аккуратно. Я говорю, блин, мы как истинные белорусы, конечно, ценим чистоту, аккуратность, вот это все. И я прям посмеялся в голос, и, блин, реально так. Но без шуток, на самом деле, смотря в эти большие окна, ты видишь, что действительно прям очень аккуратно, правда. Все очень светло, аэропорт такой белый весь, просторный, снаружи имеется в виду. Самолеты такие красивые, то есть все такое реально прям светлое. Такие белый свет, он, в принципе, вызывает такие приятные эмоции, вот, и казалось реально действительно красиво. Было уже на улице, смотрели, уже было много американских авиалиний, нет, не было не американских авиалиний, а американских самолетов, да, там были уже фирмы какие-то, Аляска, еще кто-то, и там уже много было везде, где американские флаги, то есть мы уже видели, в принципе, Америку, видели его из окна, нам давали такие классные, интересные эмоции. Было такое ощущение, что мы как будто в кино. Потому что, растя на этих американских фильмах, то попадая сюда, конечно, все такое, такие эмоции прям действительно чувствуются. Особенно то, что Америка как будто, именно то, как ты видишь их в фильмах, она в принципе такая вот и осталась, она такая и есть, и поэтому накладывает какие-то интересные впечатления такое, и ты думаешь, вау, я в Америке даже, что-то невероятное. У меня такие были первые эмоции, это круто. Мы пришли в зону получения багажа, это было такое большое пространство, где много каруселей вот этих ездить с багажом. Мы прибыли, дождались багажа недолго, может быть полчаса, я везде так осматривался, смотрел, что слышал уже американскую речь, было уже очень много американской речи, количество и людей из Индии снижалось, количество американцев увеличивалось, потому что там были и чуваки из других рейсов. Я слышал уже больше американской речи, слышал как, как-то стандартный голос, там, Welcome to Seattle. Слышалась американская речь, думаешь, вау, класс, наконец-то английский язык, я его буду практиковать, я наконец-то могу его использовать, не зря там я учил его в школе и хочу его дальше продолжать учить, и такой, вау, круто. Мы получили свой багаж где-то через полчаса, пока дождались, пока эта вся штука докрутится, стали двигаться в зону таможенного контроля, и там перед этим нас топорнула полицейская, и собачка захотела понюхать наши вещи, потому что мне кажется, что там еще оставался запах. Мы просто где-то дня 3 назад до этого ехали из Беларуси в Москву, и там лежали бабушкины котлеты. Эта сумка пропахла так мощно, что, этих котлет уже давно не было, но есть ощущение, что собачка до сих пор учуяла этот запах. Мы стали двигаться к стойкам таможенного контроля, и затем там была очень большая очередь, такая была змейка. То есть была змейка, и потом следующий человек, он там должен был подходить к определенным офицерам. Офицеров было, я не помню сколько, наверное, с десяток, наверное, самих кабинок штук 20, я точно не могу вспомнить. И вот люди потихонечку двигались. Мы взяли такие большие тележки, подъехали и ждали, потихоньку продвигаясь по вот этой змейке. Мы стояли в этой змейке, и мы, в принципе, были готовы к тому, что будет такое мини-интервью. То есть мы знали, что примерно спросят, что обычно спрашивают. Вот. Но мы также знали, что бывают случаи, когда отправляют на дополнительный осмотр, досмотр, дополнительные вопросы. И мы, когда стояли, мы наблюдали, что действительно много кого, немного кого, но каких-то людей, с ним общался офицер, видимо, что-то говорил и говорил, идите дальше досмотр. И эти люди шли не налево там, а куда-то направо, и там уже был дополнительный осмотр. Осмотр, и это собой предполагало, что и вещи открывают, и телефоны смотрят, и переписки, чтобы люди там, не знаю, что-то плохого там не делали. И поэтому это их проверяют. Проверяют, скорее всего, в том случае, когда
наверное, или что какое-то смущает что-то офицер, или есть какие-то, не знаю, какие-то вопросы почему-то возникают. Вот поэтому нужно говорить было четко, уверенно. Мы в итоге подходили все ближе и ближе и ближе, и мы стали наблюдать за офицерами. Там, получается, было несколько офицеров, вы обратили внимание, что один из них, он почти не отправляет, а второй отправляет чаще всего. И они вот освобождались перед нами. И как раз тот, кто не отправлял, к ним подошли люди перед нами, а тот, кто больше всего отправлял на дополнительный осмотр, мы попали к нему. Мы подходим. Это был такой, не знаю, такой типичный, как будто американский полицейский такой. Посмеялся, что-то говорит «привет» на английском. Типа «давайте ваши документы», мы ему даем документы. Он почему-то их даже не смотрел, он их отложил рядом и сразу же сделал фотографию. Вот. А это был хороший знак. Потому что всех остальных фоткали после. Нас почему-то он сфоткал сразу. Затем он стал спрашивать нас о том, было, по-моему, около 10 вопросов, о том, куда мы едем, как называется наша школа, сколько у нас с собой денег, кем мы с Наташей друг другу приходимся, у нас там денег больше лимита или меньше лимита. Он таким образом, я так понимаю, пытался нас как-то запутать. И потом еще спрашивал, кем мы работаем. После того, как он спросил, кем мы работаем, он нас сказал: все, ребята, в принципе, все окей, можете проходить дальше. Отдал нам наши документы, и мы пошли, соответственно, не направо туда, где досмотр, а все налево. И мы наконец-то были рады. Мы прям попали, наконец-то прошли таможню. Мы что-то как даже не поняли, как это произошло, просто взяли и все, мы прошли. И мы были очень рады, а за нами уже была гигантская очередь, то есть вот эта змейка вся была забита. Помимо того, что была забита вот эта змейка, еще была длинная очередь уже там, где уже мы получаем багаж, то есть там было еще столько же людей, то есть было очень много, и благо мы попали довольно быстро, потому что там нужно было уже на следующий рейс двигаться. Мы, получается, забрали, мы очень были рады, просто невероятно, потому что, мы попали, у нас все хорошо, быстро прошло, это очень круто. Мы были уверены, конечно, в этом, но тем не менее, этого не было приятно, что все-таки это уже закончилось. Мы оказались в Америке, мы с багажом, все, мы в Америке, все круто. А далее мы пошли искать наш рейс, мы нашли наш рейс, сдали опять багаж. Мы говорим, нам на пересадку, они говорят, все, ложите сюда вот ваши чемоданы, не переживайте, можете двигаться дальше. Уже, получается, такой первый контакт был с американцами, мы уже немножко общались с ними. И все, мы сдали багаж, стали двигаться дальше. Мы стали двигаться по Сиэтлу, мы вошли в сам аэропорт. Аэропорт был такой довольно уютный, не огромный, но приятный такой. Вот. И я уже шел, я все рассматривал, я смотрел на людей, я смотрел на то, что продается, потому что продавалось очень много всего, всяких прикольных штук. Там везде написано на Сиэтл, куча всякого мерча сиэтловского, всяких какая-нибудь футбольная атрибутика. Еще какие-то были, так как Новый год, то еще много после новогоднего было. И далее мы стали двигаться в сторону нашего самолета, в сторону нашего гейта. Я даже зашел в туалет, и первое, что меня удивило, это, туалеты, потому что для меня, я американский туалет не видел, и как-то почему-то в кино не обращал внимания. А у них туалеты, у них, когда спускаешь воду, у них не кнопка, не дергалка вверх, а у них сбоку ручка такая, то есть сбоку на туалет сбоку ручка, нужно было ее дернуть или там ногой нажать, и так опа, и все, что-то меня прям даже туалет поразили. И мы, пошли в аэропорт Сиэтла, стали двигаться, я уже все рассматривал, всякие были магазинчики, пиццерии, такие типичные американские были, такой какое-то кафе, как американского кинотеатра, там такая была сверху, там буквы, какой следующий фильм, вот это было такое кафе. Мы пришли к нашему гейту и стали ожидать. Мы уже ожидали, смотрели, как все вокруг происходит. Люди очень разные, люди интересные, я залипал, смотрел, как они взаимодействуют друг с другом, как они разговаривают. Было очень много американской речи. В этот раз уже были все американцы, все полностью. Я не видел людей из Индии, я видел американцев, видел, как они общаются, как они переписываются, как они взаимодействовать друг с другом, это было интересно, было прикольно, было такое интересное впечатление. Такие первые, я прям залипал просто во все, было все интересно, потому что все было чуть-чуть другое, то есть я когда там Беларусь, Россия, какие-то страны, даже в Турцию прилетаешь, почему-то, не знаю, ближе к Европе, у них своя одна атмосфера. Прилетая в США, там абсолютно как будто все почему-то чуть-чуть отличается, да, там розетки отличаются, там какие-то почему-то стулья отличаются, почему-то по-другому все. Четкая американская речь, такая уже стерильная, да, то есть если прилетаешь в какую-нибудь там Италию, Испанию, Германию, там, соответственно, в своем языке говорят, и очень чуть-чуть на английском, то тут была чисто американская английская речь. Конечно, встречались, наверное, испанская еще, потому что испанских стран, где на испанском говорят, тоже довольно много. Мы дождались своего самолета,
тоже обратили внимание, что у них стюардессы не такие, как у нас, такие, знаете, у нас зализанные, все четко. Ну, в принципе, когда у Катара тоже довольно такие серьезные. Тут как будто даже не понял, что это стюардессы. Еще в Америке интересно, что у них посадка идет по группам. У нас выстраивается обычно длинная очередь, гигантская, там, получается, каждый билет есть своя группа, и все потихонечку заходят. Типа там группа А заходит сначала, потом группа Б, группа С. Вот, и так потихоньку все заходят. Я не знал, какая у нас группа, потому что у нас были билеты еще выданные в России. Я подошел к одному из сотрудников, спросил, какая у нас группа. Он сказал, у вас группа такая, это группа D, по-моему, была. Вот, мы дождались эту группу, и, в принципе, вот, посмотрев еще раз последним взглядом на Сиэтл, мы сели в самолет. И дальше наш путь уже лежал до Солт-Лейк-Сити, до штата Юта. Мы летели сквозь горы, потому что очень много хребтов, сквозь пустыни, и в конце мы оказались в штате Юта, в городе Солт-Лейк-Сити. Когда мы прилетели, мы уже знали, что нас ждут, потому что мы за несколько месяцев до этого мы связались, списались с семьей, в которой мы будем жить. Это один из, кстати, признаков, почему мы выбрали штат Юта. Мы выбирали штат Юта по некоторым показателям. Так как мы планировали учить английский язык очень плодотворно, то мы хотели, чтобы тут было меньше русскоговорящих людей, потому что обычно в Майами, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке там очень много неамериканцев, поэтому мы выбирали в первую очередь, чтобы было меньше русских, дешевизна, потому что штат Юта, он довольно дешевый, безопасность, он действительно такой, тут довольно такое консервативное, наверное, общество, религиозное, ну, они такие, более такие традиционные, короче, в целом. Поэтому, в принципе, мы выбрали этот штат. И также здесь, что важно для нас было, это здесь было homestay. Homestay — это когда есть американские семьи, которые готовы принять к себе в гости иностранцев, ну, там, это все платно, но, тем не менее, они готовы принять к себе в гости, с ними жить, там, отмечать праздники, вместе кушать, и это прям крутое погружение в среду, это крутое погружение в язык, это очень здорово. Мы, конечно, когда рассматривали приезды в языковую школу, мы смотрели на вот этот момент тоже. И потом мы заранее нашли семью, и мы знали, что нас уже будут ждать. И мы очень много путешествуем с Наташей, и я использую каучсерфинг для путешествий очень часто, и обожаю эту сеть, такую всемирную сеть гостеприимства, когда ты приезжаешь в другой неизвестный тебе город, и ты знаешь, что уже ты заранее нашел человека, с которым ты можешь прийти в гости, который будет тебе рад, и ты уже гораздо приятнее себя чувствуешь, что тебя кто-то ждет, и как будто этот город уже не кажется тебе чужим. Про homestay я расскажу, наверное, в другом видео, чуть более подробно, поделюсь своим личным опытом, как мы нашли, что мы делали, как мы тут живем. Если это будет интересно. Если будет интересно, то пишите комментарии, сообщения, что если эта тема интересна, я расскажу чуть больше подробнее про наш опыт. Мы прилетели в Солт-Лейк-Сити, был очень красивый аэропорт, очень понравился, так, все такое яркое, красивое. Аэропорт Сиэтла был такой аккуратный, уютный, то аэропорт Солт-Лейк-Сити был довольно большой, красивый, просторный. Наверное, это связано с тем, что 20 лет назад тут проводились Олимпийские игры, и тут еще очень сильно развивается, в принципе, горнолыжный спорт, очень много приезжает туристов. Мы прилетели, и нас уже ждала семья. Вот, пара в возрасте, которая была рада нас видеть, мы тоже были рады их видеть. Наконец-то наше путешествие длиной в 2 дня закончилось, и мы наконец-то уже зашли в США. Наверное, сегодня все. Получился и так очень большой рассказ, даже больше, чем я планировал. Я даже не знал, что у меня получится такое большое видео. Я смотрю, что уже почти около часа у меня, может, на монтаже будет меньше, но это очень много. Поэтому я планирую разбить еще на некоторые кусочки. Я вот хотел именно поделиться такими первыми впечатлениями о перелете. Вот, в дальнейшем, если будет тема интересная, могу рассказать про получение визы, как мы получали визу, как мы нашли и живем по homestay, поэтому буду рад любой обратной связи в виде там лайков, комментариев, подписки. Это будет очень круто, я буду рад и буду понимать, что это интересно, и буду стараться что-то выкладывать. И в любом случае, спасибо за просмотр. Можете подписываться на меня здесь, подписываться в Инстаграме. Я Инстаграм гораздо дольше веду, чем YouTube, потому там много чего интересного. Потом заходите, подписывайтесь, буду рад. Спасибо за просмотр, всем пока.